Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн арт-проект Нью Московиты. С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова. Что такое эстетические коды и как рождаются фотоабстракции? Спросим об этом у современного московского художника Константина Корнакова. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. На всех сайтах, где продаются ваши работы, или представлены к ознакомлению, практически на всех, речь идет о неких эстетических кодах, которые вы находите и фиксируете в окружающей нас действительности. Что это за эстетические коды и почему вы обратили свое творческое внимание именно на них? Фраза «эстетические коды», я не помню уже откуда, она как-то родилась при подготовке к выставке. Была в одной галерее выставка моя. Почему-то родилась эта фраза, и она понравилась галеристке, и это стало названием выставки, собственно. Вообще фраза на самом деле и название очень прекрасное. Особенно мне, как человеку, который закончил курс эстетика арт-бизнес, вообще это очень понятно и близко, о чем идет речь. Потому что большинство людей связывает эстетическое с красотой. Но это не так, вернее, не совсем так. Эстетика, она не только о красоте, она вообще обо всем, что вызывает и фиксирует наши эмоции и наши чувства, формирует нашу чувственную сферу. Поэтому мне кажется, что мне понятно, о чем вы хотите сказать, но мне бы хотелось, чтобы вы это произнесли сами для тех, кто будет смотреть наше интервью. Может быть, начать с самого начала, как я вообще к этому пришел. Да, потому конечно. Что как художник я долго пытался делать тоже, в том числе, абстрактные работы, холстом по маслу и прочими разными техниками, экспериментальными и прочими. Но я столкнулся с, как, наверное, тоже многие с этим сталкиваются, с очень вещами, ограничивающими меня, и очень искусственностью некой. Как художник обычно есть такая стена, в которую упирается, и становится очень сделано. Это видно, что это человек старался. Надумано. Надумано, сделано, да, такое не очень естественное. Поэтому я обратился в сторону окружающего мира, и, я всегда туда смотрел, а с появлением цифровых фотоаппаратов стало просто очень удобно. А я как человек, который любит получать результат быстро, это стало, конечно, совершенным открытием, и я просто открыл для себя вот эту неисчерпаемую возможность. Дверь в мир, где вокруг нас существует великая эстетическая мощь, которую можно просто ходить и фиксировать, при этом получать результат мгновенно. И результат такой, который я никогда не могу сделать надуманно своими руками, потому что эти же руки, которые там, может, и есть в них какое-то мастерство, но они в том числе и ограничивают меня. А то, как это происходит в природе, оно не имеет границ. В одном из интервью я прочитала, вы говорили, что вы обратили свой взор именно на те вещи, которые, как правило, с эстетическим восприятием люди не связывают. Что это за вещи? О чем идет речь? В основном это соединение различных фактур, каких-то объемов, цветов. Мне вообще нравятся вещи, имеющие какую-то историю.
Это не просто кусок пластика какой-то вот новый, блестящий, который как таз, да, он не имеет, это просто штамповка. Да. Когда таз полежит где-то его покидают, он начнет иметь какую-то свою Индивидуальность. какую-то ценность. Да. Мне очень нравятся предметы с вот этой вот с опытом жизни, такие предметы. Мне нравится этот опыт жизни. То есть можно сказать, что под эстетическими кодами в вашем творчестве вы понимаете именно те вещи и фрагменты окружающей действительности, которые наделены или обладают определенным жизненным опытом. То есть эстетический код отражает прожитый опыт. Да, конечно, интереснее смотреть на вещи, которые уже имеют какую-то историю свою. И очень интересно, собственно, на самом деле, вот вся эстетика, она, вся красота, будем ее называть, она существует в пропорциях. Дело же исключительно в пропорциях. В том числе. Ну, в основном. А свет, цвет. Все можно сделать. Именно про это и мои работы. На самом деле можно находиться на одном и том же месте, фотографировать одно и то же место, и оно всегда будет чуть разным. Потому что меняется освещение, меняются какие-то ситуации. Через год это место, я много раз прихожу на какие-то излюбленные мои места и фотографирую их еще. Они меняются, это совершенно уже другая история. Я уже прихожу другим, и у меня взгляд, во-первых, другой. Я почему люблю заканчивать любую работу в тот же день, в который я ее начал, потому что я вот как бы живу одним днем таким. Потому что на следующий день я уже совершенно другой человек, меня уже интересуют другие вещи, я уже впитал какие-то другие, Эмоции. опять-таки, эстетические коды, я их уже транслирую совершенно иначе. Вот. Да, это дело пропорций, на самом деле, очень важно. И я вот ищу, мне очень нравится искать, это такой способ познания же, на самом деле, Конечно, некого Вселенной. У меня вот он такой, я вот нахожу какие-то моменты, которые меня интересуют, и их исследую, как бы вот по таким путем. Да, это очень интересно, и я на самом деле большой поклонник ваших фотоабстракций. И хотела спросить у вас вот что. В своей работе «Краткая история биографии» Вальтер Беньямин писал, что восприятие человеческого глаза и восприятие объектива – это совершенно разное. То есть то, как видит ту или иную картинку человеческий глаз, и то, как в результате ее фиксирует объектив – это разные вещи. И тем не менее, именно фотоаппарат позволяет заглянуть как-то внутрь этих вещей, да, и показать какую-то их внутреннюю сущность, то есть увидеть то, что невозможно увидеть человеческим глазом. Как он там приводит пример, например, мы все приблизительно представляем, как бежит собака, да, ну как движение ноги во время бега, но четко уловить какой-то момент, да, во время вот этого передвижения ее лапы человек не может и зафиксировать, а камера может. Вот как строится ваше вот это взаимодействие вашего глаза и вашего объектива, вашей камеры? То есть вы получаете в результате то, что вы видите, или вы видите, что камера вам как-то помогла, или наоборот помешала сделать то, что вы хотели? Да, ну его высказывание, наверное, больше про некий концептуальный подход. Мне как раз нравится, что камера именно так снимает, как я вижу. Единственное, я ее кадрирую просто. В моей власти ничто изменить в том месте. Я единственное его могу композиционно окультурить. Ну, с учетом вообще современных возможностей, да, цифровой фотографии, все сейчас об этом, конечно, вообще уже никакой речи быть не может. Можно при помощи разных программ и средств сделать то, что ты хотел, наверное, даже из того, что ты не снял. Ну, это надо, во-первых, я как художник искусство. очень ленивый человек, и мне этим совершенно лень заниматься. И мне кажется, это так смешно этим заниматься, поскольку мир так многогранен и велик, что ты просто ходи, да и смотри, и если хочешь, снимай это. А уж из этого что-то делать, это, мне кажется, ну, трата времени просто, я не могу себе позволить. Сейчас многие художники подумали: господи, зачем я прожил свою жизнь, если можно просто ходить и фотографировать, да? Вот для меня открылась такая дверь, и она пока еще не захлопнулась, сейчас я в меньшей степени этим занимаюсь, но вот
как-то в десятых годах, все десятые годы, ну да, где-то лет 7 я занимался прям этим очень плотно. Меня прям это очень... это был способ познавания мира. Вот у меня такой. У кого-то через музыку, у кого-то через общение с людьми, там, у кого-то Через книги, через у каждого свое, да. деньги, у кого-то через карьеру, я не знаю, разные вещи. Вот у меня, я визуальный человек, мне нравится постигать так. Я вижу какие-то, вот возвращаясь о эстетических кодах, просто я вижу не случайности. Даже одно из названий было тоже такие случайные неслучайности или неслучайные случайности. Потому что на самом деле я случайности фотографирую, но когда ты много в это погружен, они уже видятся не случайными. Ты их выхватываешь конечно. уже автоматически. Они совершенно не случайные, поэтому у меня разбиваются на серии, есть прям альбомы разные, они по определенным неслучайностям посвящены. Вот. Но это уже такое глубокое погружение, есть разная степень, есть такие на грани, там вещи на грани эстетики такой странные. Вот. Ну, есть более эстетические такие. Не знаю, мне все это очень нравится. Для меня это коды, это такие узлы, как бы, которые вот для меня как бы держат эту реальность визуальную. А это коды универсальные для реальности вообще, или это какие-то коды вот, характерные, допустим, для нашего общества, или для нашего времени, или для какого-то другого времени? То есть как-то вы это там у себя классифицируете или нет? Это просто универсальное. Вот, ну, кто знает, что это, ну, я понимаю, что это. Кто не знает, ну, вот так. Ну, есть общее как бы понимание некой художественной ценности, оно примерно одинаково, ему учат в художественных вузах, в общем-то. Когда ты это впитываешь, ты можешь уже его искать везде, где тебе угодно. В новых материалах, в новых технологиях, или как это многие сейчас делают. Если у тебя есть вкус, условно говоря. Согласна. Так вот, наличие вкуса, оно многое определяет. Поэтому, может, я чем-то потом дальше займусь, я пока не знаю. Мне вот какие-то вещи, я исчерпываю эту идею. Вот, она уже как бы мной отработана. Она становится понятна вам, да, и как бы уже хочется чего-то нового. Это вообще так и устроена вот векторная графика у меня. Появляется какая-то идея, которую я как бы с разных сторон, как сказать, обхожу. Вот, при этом рождаются работы, появляется какая-то серия. Потом я понимаю, что я в принципе исчерпал эту идею, вот как я хотел, там, что в ней порыться. Вот. Но, слава богу, тут же появляются новые идеи. Это все... Ну, мир идей, он безграничен, да, вспомнить слава Платона, богу. и, в принципе, все сначала рождается в голове, а потом рождается в реальности. Но вот касаясь вашей, да, векторной графики, потому что помимо фоторабот вы еще создаете работы в технике векторной графики, сериями, как вы сказали. И, опять же, их сюжеты достаточно, на первый взгляд, обыденны, да, пляжные сценки, фрагменты интерьера, стулья, дорожные работы. Я думаю, всем, кто более-менее знаком с современным московским искусством, все знают о ваших этих людях в оранжевых жилетах и этих конусах оранжево-белых с полосочками. То есть, как бы вы выбрали достаточно, как я уже сказала, обыденные, с одной стороны, образы, но запоминающиеся и, опять же, наверное, отсылающие нас к этим эстетическим кодам, да, почему вот вы, как бы, что они для вас значат? Вот эти люди, некоторым, вот как я даже принесла с собой, то, что вы мне любезно подарили, книжечка, которая называется «Стихоминимум», об этих вот людях в оранжевых жилетах и об этих конусах. Ну, изначально это, конечно, тоже был некий эстетический код, просто мы живем в московской серой зиме, и люди в оранжевых жилетах на фоне этой зимы, они были абсолютными апельсинами такими, ходили. Это очень интересно было по цвету, по свету, как-то вот по соотношениям. Мне захотелось это просто повторить. В чем мог, я это повторил. Мои попытки писать маслом как-то мне не понравились. Мне не понравилось
А что именно Все не это. понравилось вам в масле? Оно не передавало как бы именно то, что вот Ну, вы я в какой-то институте видели? как бы любил красками, но там как-то вот все это исчерпалось, а в творческой, какие-то мои творческие идеи, они не получались у меня в масле, они получались очень надуманными, это не шло легко. Вообще это все должно, конечно, вот все хорошее, оно идет само собой. А как же через тернии к звездам? Нет, это мучение. Мне кажется, это неправильный этап. Ну, это Да? может быть в каком-то школярстве таком, когда надо вот воспитать что-то в человеке, и то это по его собственной воле, мне кажется, в Ну, вообще, основном да, должно. каждый выбирает свой собственный путь и свой собственный метод. Кто-то через страдания, кто-то через Не, ну, легкость. какую-то, безусловно, там, как и на гитаре, надо что-то ломать пальцы себе, учиться играть. Безусловно, это некий труд, но это труд, доставляющий безумное удовольствие же от Ну, не знаю, если самого. спросить, например, балерин, которые тоже занимаются искусством танца, я не знаю, насколько они получают удовольствие от самого процесса мучительного Ну, не знаю, учебы. что ими движет, но мной движет... Я вообще живу в удовольствии. Мне Это кажется, это вот важные прекрасно. же вещи, получать удовольствие. Ходить, видеть какую-то красоту И или это эстетику, вообще как мы великое, да, говорим. умение видеть красивое, видеть эстетичное в том, в чем кажется вроде бы на первый взгляд такого и нет, как эти люди в оранжевых жилетах, казалось бы, и народное явление на московских улицах, а стало таким знаковым и таким родным за последние десятилетия, что даже вот книжка Ну посвящена, да. да. Ну, там тоже много в этом проекте разных подпроектов. Там то есть стихоминимум такой есть. Издают небольшие книжечки такие. А что вас на это вот сподвигло? Здесь ведь не только картинки, здесь ведь текст каждому образу Конечно, идет. это я в них соединил две мои интересные такие. Мне нравится ритмическая ритмика в языке вообще в русском. Ну, ритм это универсальное средство для всех видов искусств. Ну, в Хоть принципе, да. живопись, хоть литература, И хоть этот проект уже давно музыка. идет там с некоторыми моими друзьями, знакомыми, поскольку поэтому я не стал, и мне это не очень интересно. А заниматься таким абсурдом мне очень нравится. Как-то... Ну, поэт же в России больше, чем поэт, как известно. Но это единственная, кстати, как я иногда ее называю, книга, которая не несет смысловой нагрузки, чем она мне очень нравится. Потому что книги Ну, обычно очень несут и не одну смысловую ну, вы нагрузку. знаете, это как, смотря к этому относиться. Вот ты открываешь на первой странице, здесь вот человек в оранжевом жилете колпаке, написано, как дует в горн, да, в оранжевый, как остры строфы в кострах катастроф. В этом нет смысла? Но иногда получается. Я вот просто Смыслы открыла. получаются как бы непланируемо. Но смысл это вообще такая вещь, мы их находим сами, или они к нам открываются в каких-то, казалось бы, совершенно необычных обычных вещах, да, и вообще все зависит от того, в какое время мы это открываем. Ну да, О чем мы в это безусловно. время думаем. Но это мы уже своим Да, умом да, вносим да, туда некие да. смыслы. Чем мне нравится на самом деле и абстрактная живопись всегда нравилась, и почему я этим занимаюсь, потому что она не несет никакого смысла. В этом, мне кажется, в наш век таким манипуляциями, смыслами, мне кажется, отсутствие смысла является уже смыслом, новым таким, потому что это важнее гораздо, вот соотношение цветовых пятен или каких-то объемов, или фактуры, или движения там линий в листе, в графике. Мне кажется, это гораздо важнее для какой-то визуальной культуры человека, чем постоянно меняющиеся смыслы, которыми мы еще и жонглируем и в речи, и в поэзии, ну, в общем, много всего. Но мне кажется, человек устроен так, что он все равно пытается искать, он обречен на это, искать смысл во всем, в том числе в своей жизни. Просто вот по моим наблюдениям, как люди реагируют на абстракцию, да, люди пытаются искать там образы, все равно, что ты видишь. И вот меня там сколько раз спрашивали, что ты видишь? Я вот вижу это, а я вот ничего не вижу. Я говорю,
Пытаюсь объяснить, что в абстракции не надо видеть, ее нужно чувствовать. То есть это как музыка. Кандинский же мечтал, чтобы живопись была такая безобразная, как музыка, и в том числе порождающая такие немыслимые образы, да, апеллирующие к эмоциям, к чувствам. Люди все равно пытаются искать образы всегда. Причем каждый видит свои в одном и том же. И каждый может видеть разное в разное время в одном и том же. Знаете, это беда. Это большая беда, потому что я пытаюсь с ней бороться, поскольку я вот фотопроекты, они, я все-таки какую-то реальность фотографирую. И на выставках самое страшное, когда человек начинает видеть, ой, это же кусочек бордюрного камня. И все, работа рассыпается. Он уже перестает видеть абстрактные пятна. Он начинает видеть какой-то... Да, то есть он видит не ритм, цвет, свет. А вдруг еще там увидит какую-то социальную или политическую подоплеку и вообще кошмар. Вот я стараюсь как раз, самое, мне кажется, сложное, это вот сделать так, чтобы это было не очень понятно, что это. И именно поэтому человека погрузить в некий совершенно другой мир эстетических этих кодов, где нет смыслов, а есть эстетические коды. Вот упоминаемый нами один художник известный, он очень хорошо с этим справляется. Вот, потому что человеческий ум очень пытлив и любит дамы видеть в облачках ангелов, а вот зайчик. Вот это сложно убить в человеке, к сожалению. Но это надо, потому что это совершенно другая. Тут погружение в другой мир. Здесь не надо искать зайчиков. Согласна с вами. И вот я уже задавала этот вопрос одному из художников. Вот раз уж пришло в эту сторону и наш с вами пришел разговор, спрошу. Есть такое мнение, что абстракция именно нам дана как средство научиться жить в виртуальной реальности. Ну или как говорил Кандинский и родоначальники абстракции, они же какой-то иной мир пытались принести нам, да, в котором нет зайчиков, нет цветочков и облаков, и чтобы человек научился ориентироваться в этом мире, получается, чувств и эмоций, да, вот этих вот, которые вызываются именно чистыми зрительными образами, ну, если так можно сказать, в которых нет никаких нам знакомых форм, к которым мы привыкли. Люди ведь боятся незнакомого, поэтому, наверное, абстракция, как бы она немногим дается для понимания, и немногие ее любят. Многие ее ценят, да. Ценят, потому что люди боятся непонятного. Если они не видят понятную схему, да, понятно, тоже там елки, мишки, шишки, прекрасно, красиво. А как бы вот, что это? Это тревожно. Такова толпа, таковы люди, в основном, в целом, да, этюды, пейзажи, они всегда имеют больше ценности, понятность среди людей, чем... Это не надо иметь развитый эстетический вкус. Поэтому абстракцию больше ценят сами художники, в других художниках. Они видят, понимают, что человек, какую он идею пытался уцепить там, этими своими работами. Ведь работа, на самом деле, ну, у меня, по крайней мере, это не законченное какое-то долго измученное явление Христа народу Иванова, где там полжизни человек мучился. Нет, это шаги, этапы такие. Вот я на них опираюсь и, как мне кажется, поднимаюсь чуть-чуть выше. Ну, будем надеяться, что в этом пути и опирании на маленькие этапы мы с вами солидарны, и, как говорится, не пропадет наш скорбный труд и дум высокое стремление. И, возможно, наступит то время, когда люди действительно начнут ценить, ну, не понимать, чувствовать именно абстрактные формы, да, именно отпустить себя. Это какое-то идеальное общество, да, свободных, чувствующих, прекрасных людей. Ну, это утопия, конечно. Конечно, это, количество этих людей хотелось бы, конечно, увеличить, безусловно. Было приятно любому художнику, когда его понимают. Будем стараться нести понимание. Спасибо вам за сегодняшний разговор, Костя. Мне было очень интересно. Я надеюсь, не могу сказать уверенно, потому что мы говорили об абстракции, но я надеюсь, что наш разговор будет интересен как можно большему количеству людей. Я тоже надеюсь. Спасибо вам большое.
На сегодня все. До встречи на канале и помните, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины.